наше национальное пристрастие, заведение рода, конструкции. Это сакральный смысл наших лет. Вкладывали, потому что если мы славянскую речь, что мы должны то же самое, свод небесный, Божью защиту, и сооружая подобные своды здесь, в помещениях наших предков верили, что Божий не покинет, и тут видели. Итак, подлинник фрески обнаружился после того, как ликвидировали Ленинградскую печь, стоявшую здесь в советские времена. И исходя из этого изображения, это 1848 год, в руках князя-любителя живописи Алексея Борисовича, но это не наша усадьба. И исходя из этой концепции, фрески восстановлены вслед за подлинниками. Дело в том, что усадеб было 3, и самую первую заложил старший брат нашего Степана Борисовича, Александр Борисович Куракин, на берегах реки Серпухов, в своей собственной территории. Тогда это была Саратовщина, сейчас это территория Пензенской области. Усадьба называлась Надеждина, она была гораздо более мощная, чем наша. Для сравнения с нами у нас 30 гектаров, а тут 150. Размах поистине королевский. К сожалению, современное состояние Надеждинской усадьбы совершенно плачевное. Кроме восстановленной живописи, мы видим здесь 6 приоритетов. 5 подлинных литографий с видами Надеждинской усадьбы. Они были отпечатаны 190 лет тому назад, в 1830 году. Это подлинники абсолютные. Литография, в принципе, это дешевая картинка для народа. Вот, копеечное дело. Но сейчас это, конечно, стоит далеко не копейки, учитывая, что им 190 лет, что прекрасная сохранность, что раскрашено вручную. А 6-й предмет реклам Надеждинской усадьбы, не нашей. Изготовленный в 18 веке по приказу Александра Борисовича Куракина. То есть я опять все-таки хвалю нашего хозяина. Все для... Когда Куракины переселились в Луганец, кухню сюда не перевозили. Кухня осталась там, на старой Набавшиной территории. Оттуда готовые блюда прислужники под названием «Кухонные мужики» приносили в готовом виде. Сдавали буфетчику. Буфетчик работал за подобной стоечкой. А название комнаты буфетная, потому что буфет во главе угла главный антуражный момент – на показ. Редкостная посуда, нарядный парадный буфет, все как сервантики с хрусталем в советскую эпоху, да, на показ рассчитано. Ну и буфетчик принимал то, что приносили кухонные мужики из кухни. И если у Куракиных не было на тот момент приезжих гостей, все приемы пищи происходили в соседнем зале, осмотрите потом, зал столовая трапезная. На стенах буфетной, это уже наша усадьба, Алексей Борисович, все тот же, но это не подлинник, это подлинник. Или еще взять больших художников. Никого таких подходов не удивляет, не бывает вещей. Единственное правило, которое прекрасный художник свято соблюдали, иначе дальше пустость на конюшне, лик должен быть узнаваемым. Ну и, наконец, единственное, что сохранилось во дворце с прежней.
секции великой. Там у нас областной музей, областная галерея, все в дальнейшем. Дочина бригадира, вот он в парадном бригадирском мундире. Рядом его чудо-бедная супруга, рожденная Измайлова. Но, к сожалению, этот брак Господь не наградил. Чин бригадира тогдашней армии был промежуточным, выше полковника, ниже генерал-майора. Последний место службы Степан Борис сейчас назначалось как полковник Ахтырского гусарского полка в чине бригадира. В силу его бездетности вот он наследник. За отцом, за князем Алексеем досталось кура, кино, красный мундир — это мундир сенатора. Вот они в парадном портретах: седовласый отец князь Алексей, и внизу наш Борис Страйцев. За ним наследует Алексей Борисович, чьи фрески и пейзажи вы видели. Обе Антоновы по своей улице великие гостиные, поэтому каждый из них свой выход есть прямо в парк с отдельного пейзажа. А люстры Каскад наши мастера измерили, изготовили по фотографии. Я вам фото покажу, конечно, на копию следующего этапа нашего путешествия по дворцу. Фото были сделаны здесь, внизу нашего дворца, в начале 20 века революции. Точно такой же Каскад, только с электрическими лампочками. Изготовили и выдрузили на прежнее историческое место. Вот мебель здесь интересная, японская, китайская, отнюдь не случайно. Только нельзя аккуратнее, здесь круговую до революции подобные японские, китайские шкафчики стояли, вазы на форме китайские были. В шкафчиках был фарфор. Целая огромная коллекция древнего японского и китайского фарфора. К сожалению, эту коллекцию развили в Павлове в 17 году. Но вот постарался наш Сергей Анатольевич, хоть частично, но этот интерьер наиболее соответствующий тому, что было аккуратно. И даже фарфор разработал, древние китайские вазы и шкафчики. В общем, молодец наш коллега. Портретная галерея. Здесь уже Романовы. Так было построено наше хозяйство, начиная с нам, туда с вами входа нет. Во-вторых, тут две коллекции полников. Когда еще вам предоставится возможность присесть на стульчик 18 века, вы можете это сделать. А портретная галерея, ну, крепостные мастера, об этом не любимом говорила, также не являетесь, там есть годы мастера, и всякие ключевые работники. Она располагалась по этой. Причем эти окна две, нет, и пришлось заходить. Это называется ковровый способ развески, он же шпалерный, в простых белых рамках, припек. Конечно, масштаб галереи просто поразительный. Огромный, собрание совершенно выдающееся. Если в целом оценивать уровень, то это уровень жизни европейских королевских дворцов. Ничего не хуже. Конечно, матушка Екатерина, она подталкивала русское дворянство, живите достойно и статусно, но чтобы до такого уровня в деревне, в глухой Тверской ушли доводить, никто не заставлял. Что ж тогда видела аккуратными? Молодежь, наверное, такого слова сейчас не знает или слышит. Слово «честь». Вот хоть папа Римский приезжает, распахнул аккуратно двери, и не стыдно. И главное, что не стыдно не за себя, за державу. Вот патриотизм это называется, да? Великая Россия своими трудами, своими денежками, своими устремлениями поддерживает престиж государства. Что в этой галерее? 5 коллекций подлинников, я вам их назову. Во-первых, вся мебель, что вы видите, кроме стола с полосатыми стульями, это молодильная группа, вся подлинная, и предметы подлинные. Второе собрание, коллекция литографий.
Копии. Ой, смотрите, в зеркале себя видно, как интересно. Сюда. Вот точка. Я себя вижу. Вставайте. Сейчас. Да? Ой, ты сфотографируйте себе. Ага.